Сегодня хочу приготовить простую фруктовую галету на цельнозерновой муке со сливами. Для этого нам понадобится, слив 300 грамм, я их уже свесил, у меня будет замороженная, у кого есть свежая, можете использовать, конечно же, свежая. Мука 300 грамм, я ее уже просеял. Масло подсолнечное, можно использовать оливковое, у кого что есть. У меня будет оливковое, разрыхлитель примерно 5 грамм, щепотка соли и 140 миллилитров кипятка. Далее, смешиваем соль и разрыхлитель. Щепотка соли, вот такая небольшая щепоточка соли. Дальше у нас разрыхлитель, чайную ложечку добавляем, еще может немножечко. Все это мы перемешиваем тщательно. Ложечкой помешаем. Так, теперь делаем заглубление. Добавляем 140 миллилитров кипятка. Добавляем масло. Все это дело перемешиваем. А потом вымешиваем. Чтобы у нас получилась однородная консистенция. Кипяточек нужен для того, чтобы тесто, скажем так, получилось почти как заварное. Почему делаю на цельнозерновой муке? Можно, наверное, делать на белой, но делаю на цельнозерновой, мне нравится ее вкус, какая-то хрусткость этой муки. Ну, это каждому свое. Да, еще можно, конечно, по вкусу добавить, может, кому немного сахара, ну, для сладости. Но мне хватает и сладости слива. Теперь вымешиваем руками, берем. Вот так вот хорошенько. Теплое тесто получается. Буквально недолго, там пару минут его месим, чтобы оно все хорошо в однородную консистенцию смешалось. Вот так вот. Тесто мы замесили уже, теперь его формируем такой клубочек, кругляшок и оставляем на 10 минут отдохнуть ему. Тем временем разогреваем духовочку. Тем временем, пока тесто отдыхает, выставляем духовочку на 200 градусов и включаем на разогрев. Так, пока тесто отдыхает, духовку включили на разогрев и нарезаем начинку слива. Нарезаем дольками. Разморозились, можно легко режутся, кстати. То, что здесь лед на сливах, ничего страшного, он подтает и испарится при жарке. Здесь нет ничего страшного. Так, начиночку нарезали, перекладываем ее обратно. Духовочка разогревается, а мы тем временем будем раскатывать тесто. Так, пока духовка разогревается, сливы нарезаны, берем наше тесто, разделяем его на двое, то есть у нас будет две галетки, примерно пополам, да? Формируем их в колобочек такой и будем раскатывать сейчас. Раскатывать будем не сильно толсто, примерно там 3-4 миллиметра. Так, и поехали. Раз, два. Да. Тесто цельнозерновое, оно не такое, конечно, как с белой муки, тянется резинчатое, так что оно может иногда чуть-чуть подразваливаться, но это ничего страшного. Мы его формируем обратненько, и все в порядке. И вот таким вот движением раскатываем. Вот я думаю, что вот это будет достаточно. И чуть-чуть края, так сказать, лечим. Далее ложим начиночку сюда.
Налаживаем начинки слива. Так, у нас нужно, чтобы на 2 хватило. 300 грамм как раз, ну, на 2 штуки. Как раз достаточно. Так, и теперь заворачиваем края. Значит, налаживаем. Раз. Подождите. 2, 3. Короче, вот так вот заворачиваем галету. Делаем бортики, чтобы сок, когда оно прожарилось, не вытекал с этих краев. Вот такая. И расправляем это все дело. Расплавляем. Вот так вот примерно у нас будет начинки на одной галетке. Так, есть. Далее берем противень, застилаем пергаментной бумагой и выкладываем его на пергаментку. И немного, опять-таки, поправляем это все дело. Ну, вот так вот красивенько выкладываем. Да, я еще, наверное, положил, может быть, парочку таких. Так вот, выкладываем. И, значит, раскатываем вторую галету. Вот такие вот получились галетки. Мы их сейчас будем отправлять в духовку. Так, галеточки жарятся, все идет по плану. Так, прошло полчаса, можем наши галеты доставать с духовки. Вот такие галеты, 2 штучки с сливами, сочные, тоненькие, у меня получились.